Приветствую всех на своем канале. Ни для кого не секрет, что под каждым видео люди могут оставлять свои комментарии. В 99% эти комментарии положительные, но находится 1% людей, которые обязательно оставит негативный комментарий. Я не исключение, мне также оставляют нехорошие комментарии. И сегодня я, так сказать, дам бой данным негативным комментариям и буду отвечать на них. Я не буду дословно цитировать каждый такой негативный комментарий, я их объединю в одно целое и буду отвечать. Если честно, я не знаю, с какой целью люди пишут такие комментарии, но у меня сложилось такое впечатление, что некоторые пишут от злости, от ненависти к тебе, либо зависти, ну, может быть, от собственной несостоятельности, я не знаю. Ну, в общем, не будем терять время, погнали. Один из комментариев звучал приблизительно так. Откуда ты такой взялся, молодой, дерзкий, раздаешь людям советы? Мы тут люди со стажем 20-30 лет, и то не все знаем про кроликов, ну, чтобы давать советы. Ну, тут скажу сразу, это не моя вина, что вы за 30 лет не знаете в кроликах, да, что-то. Поэтому этот вопрос нужно задать, наверное, самому себе. Почему я не знаю за 30 лет ведения кролиководства что-то, да? Тут еще нужно как бы разобраться, да, что значит 30 лет стажа. Ну, к примеру, да, возьмем, есть молодой амбициозный кроликовод, начинающий там с небольшим стажем, который постоянно изучает литературу, который вникает во все это кролиководство, во все нюансы. Ну, в общем, прогрессирует в данном направлении, но стаж у него небольшой, да. И есть люди со стажем 30 лет, у которых там 10 кроликов. Они просто ходят, кормят, поят, доращивают до определенного возраста, кролика убирают. И все в одном и том же темпе на протяжении 30 лет. То есть развития особого никакого, но стаж идет. То есть, если у вас такой стаж 30 лет, ну, я скажу, это вообще ни о чем. Если вы не прогрессируете, ваш стаж 30 лет, ну, это просто слова. Конечно, если вы именно вот так вот занимаетесь кролиководством и в грудь себя бьете, что у вас стаж большой, я считаю, что это вообще ни о чем. Пусть лучше стаж будет гораздо меньше, те же 5 лет, но зато человек будет прогрессировать и знаний в голове у него будет гораздо больше, чем у вас ваши 30 лет стажа в кролиководстве. Следующий комментарий мне оставили под моим видео, где я рассказывал про черный и белый список кролиководов, да, ну, что планирую выпускать и белый список там честных кролиководов, ну и таких вот нехороших, нечистых на руку людей, которые обманывают своих покупателей. И под этим видео мне один человек написал, что как ты собрался определять, кто виноват, если у него там что-то там, в общем, целую такую написал. И еще подписал, а не боишься ли сам оказаться в черном списке? Отвечаю, не боюсь. По одной простой причине, что я людей не обманываю, мне бояться нечего. И даже если, ну, случится, да, ну, это кролик, все мы понимаем, если, не дай бог, случится что-то подобное, я всегда пойду покупателю на уступки, и мы в любом случае с ним сгладим вот этот вот... ну, вот эту вот ситуацию, да, чтобы она разрешилась в пользу обоих, так скажем, да, чтобы и у покупателя не осталось обо мне какого-то негативного впечатления, ну и чтобы с моей стороны сделать все, чтобы покупатель был доволен. И вы знаете, именно вот этот вот комментарий меня натолкнул на мысль, что это один и тот же, что этот человек, скорее всего, нечистый на руку продавец, что он увидел мое видео, что я планирую там сделать черный список, он испугался, подумал, что сейчас меня выведут на чистую воду, дай-ка я ему напишу, да, он еще написал так, что идея вообще ни о чем и так далее, в общем, испугался, да. Ну, запомните, друзья, если вы продаете кроликов и обманываете покупателей, мы обязательно до вас доберемся и выведем вас на чистую воду. Еще несколько комментариев звучали приблизительно так. Что ты понимаешь в содержании кроликов, в разведении, в кормлении, ты там неправильно делаешь. Ну, их было несколько, да.
что вот наши вот прапрадеды, прапрапрапрапрадеды, там уходим в далекое прошлое, держали на крышах, держали в ямах, кормили одним овсом, одной травой с сеном, там явное содержание 50 кроликов закинул, там сено им бросил целый рулон, они там едят, плодятся, все хорошо, все прекрасно. Я не знаю, если честно, в яме никогда не держал. Мне этот способ разведения кроликов не интересен. Но если вы разводите в яме, получили там полкилограмма мяса, ну, это меня не впечатляет, да. Я вообще не знаю, почему люди постоянно, ну, вот мне, да, вот пишут, что вот раньше, там, 50 лет назад, там, так делали. Скажу так, что было раньше, уже не будет никогда. Почему вы все время апеллируете какими-то прошлыми годами? Раньше и воздух был чище, раньше и кролики были другие, раньше и трава была другая. Поэтому это вообще две несовместимые вещи, да, сравнивать 50 лет назад разведение кроликов и нынешнее. Сейчас немножко приоритеты другие, они изменились. Если раньше я вот, да, вот сказал, что можно было вот на крыше держать, в яме держать, там их по 100 штук, там они плодятся все с друг другом, кто кого, чего, зачем, непонятно. То сейчас в наше время это вообще, ну, я думаю, это неприемлемо. Если найдется человек, который держит в яме, он и то не будет держать их всем там, кто с кем, да, все равно как-то он их отделит, потому что будет вообще непонятный имбридинг, который даст свои плоды в негативную пользу, так скажем. Вот, и за полкилограмма мяса держать там 50 кроликов, ну, я думаю, тоже не вариант. Я держу в клетках, мне должно все быть у меня на виду. Каждый кролик должен быть под контролем, чтобы я в случае чего его мог посмотреть, осмотреть там раз в неделю, да, что с ним все хорошо, он ест хорошо, у него никаких травм нету. А что вы там посмотрите в той же яме? Что вы посмотрите там на той же крыше? И вы туда залезете, кролики разбежались. Ну, не знаю. Я считаю, что это вообще не вариант, да. И еще раз повторюсь, не нужно сравнивать, что было 50 лет назад и что сейчас. Приоритеты совершенно разные. Ну и будем закругляться, завершать, так скажем, наш бой с негативными комментариями. Хочу сказать тем хейтерам, они так, по-моему, называются, хейтеры, которые пишут плохие комментарии, пишите, не стесняйтесь. Ну, мне, я имею в виду, свои же комментарии негативные, от злости, от ненависти, там, я не знаю, от чего вы их еще будете писать, но будет интересно их почитать, и я обязательно на них отвечу, не переживайте. Пока-пока.